В этом эпизоде расстановка сил изменилась кардинально. Событие, связанное с Тибетом и Берой, стало точкой невозврата для всех героев. Было ли это заранее продуманным шагом или спонтанным решением, вопрос остается открытым. Но лично у меня сложилось впечатление, что Бера действовала осознанно. В ее поведении не чувствовалось паники. Наоборот, холодная сдержанность и внутренняя решимость говорили о том, что она понимала, на что идет. Мы уже не раз убеждались, что когда речь заходит о ее дочерях, Илькин и Хайл, Бера способна на крайние меры. Ради их безопасности она готова переступить через многое. Однако ее отношение к Кадыру по-прежнему вызывает вопросы. Почему она держит дистанцию? Почему не проявляет материнской теплоты? В следующей серии, я думаю, мы приблизимся к ответу. Возможно, за этим стоит вынужденный брак или болезненная тайна из прошлого, которая до сих пор влияет на ее решение. Для Серхата ситуация становится еще более запутанной. Исчезновение Тибета раскалывает его внутренне. С одной стороны, чувство к Бере, с другой – желание докопаться до истины. При этом мы видели, что у Серхата был собственный скрытый план, связанный с Зинеб. Это показывает, что он мыслит стратегически и действует не только под влиянием эмоций. В новом эпизоде Бера может не идти на прямой конфликт, а выбрать путь психологического давления. Она способна поставить его перед жестким выбором, подчиниться ее условиям или столкнуться с серьезными последствиями. Мустафа, на первый взгляд, воспринимает произошедшее как облегчение. Кажется, что его финансовые проблемы и страхи остались в прошлом. Но слишком ранняя уверенность может сыграть с ним злую шутку. Если за Тибетом стояли более влиятельные люди, Мустафа может оказаться под новым ударом. Его самоуспокоенность выглядит опасной. Самая интригующая линия – это вопрос об отце Кадера. Все больше намеков указывает на Ниджата. Если подтвердится, что он связан и с Серхатом, и с Кадером, то прошлое приобретет совершенно иной смысл. Тогда многие скрытые мотивы станут понятнее, включая холодность Беры. Возможно, она знала правду и именно поэтому выстроила эмоциональную стену. Не стоит забывать и о Тулай. Ее внимательность к деталям, особенно к мелочам, может сыграть ключевую роль. Она явно не из тех, кто закрывает глаза на странности. В новом эпизоде именно она может первой начать задавать неудобные вопросы. Не исключено, что она попытается использовать ситуацию в своих интересах. Пелин тоже может оказаться вовлеченной в события сильнее, чем предполагает. Иногда случайная деталь становится важной частью большой картины. Сериал умело расставляет такие подсказки. И остается главный вопрос: действительно ли история с Тибетом завершена? Если да, это создает вакуум, который кто-то обязательно заполнит. Если нет, нас ждет новый виток противостояния. Я уверен, что центральной сценой следующей серии станет эмоциональное столкновение Беры и Серхата. Их диалог может определить направление всей дальнейшей истории. Кто окажется сильнее? Кто действует из страха, а кто из расчета? Кто жертва, а кто скрытый стратег? Следующий эпизод обещает стать настоящей психологической битвой. Тайны начнут всплывать, маски спадать, а напряжение достигнет нового уровня. Похоже, что это только начало большой бури. Увидимся в следующем аналитическом разборе. До встречи!